Всем привет, всем осознанным, здравомыслящим людям. А, Решил записать небольшой короткий ролик, разъяснить некоторые вещи. На сегодняшний день очень много людей, которые ведут себя очень неправильно, да, заявляют себя, что они вот советские граждане, отрицать того, что советские граждане, все мы, да, мы родились в Советском Союзе, я служил в Советском Союзе, присягу давал Советскому Союзу, это государство, страна, да, чьи границы отстоянные кровью, естественно, неоспоримы, это правовые обычаи. То есть это вот юридически тот момент, когда страна официально вообще окончательно закрепилась. Вот как мы себя победителями заявили, так и мы именуемся. Кто-то может это рассматривать как Русь, как угодно, да, ну вот название такое СССР, то есть Союз Советских Социалистических Республик. Но сейчас не об этом, а сейчас о других моментах. Вот многие люди там, они вот заявляют себя советскими гражданами, бегают, машут портянками Российской Федерации. То есть это ненормально. К таким относятся такие, как гражданин Тараскин, да, который сумасшедший заявляет, что он этот суд признает РФовский и в то же время не признает законы Российской Федерации, то есть, точнее, как и саму Российскую Федерацию. А это уже признаки шизофрении, это чистой воды. И таких до хрена. То они там на векселях помешались, то на трассах, то еще на то живой мертворожденности. В общем, все эти люди просто дискредитируют нормальных, адекватных людей. Ну и, соответственно, это становится пищей для того, чтобы некоторым снимать такие ролики и разоблачать, и кричать: вот, смотрите, секта там, свидетелей СССР. Вот. Сразу хочу вот этим вот людям пояснить. Вы в свою ничтожную Конституцию-то загляните, в которую вы недавно на помойках голосовали, там на коленках, и заявили о том, что вы правопреемники Советского Союза. Вы что, правопреемники секты, что ли? Или, может быть, в ООН заседаете по правопреемству или как там продолжательству секты? Да? Может, эта секта является учредителем ООН? Вы-то секундомерчик-то не захватили бы с собой, в ООН бы такое заявление не сделали и сразу бы засекли времени, сколько вам надо понадобится всего общего времени, чтобы собрать манатки и дергать оттуда. В общем, ладно. Теперь касательно Советского Союза и тех моментов, что вот страны нет и т.д. т.п. Да? Ну, давайте сразу вам поясню открытые показательные вещи. Недавно, ну, буквально где-то в том году, Дмитрий Анатольевич Медведев сделал публичное заявление, что он хочет отменить, там, значит, дает распоряжение, значит, отменить действия советских законов, там, определенных там, нормативно-правовых актов. Значит. Вот, и как он сказал, что они имеют юридическую силу, обращаю ваше внимание, имеют юридическую силу и мешают, видите ли, там, вот этой Российской Федерации заниматься бизнесом. Это открытое заявление о том, что вся эта банда антисоветская действует на территории Советского Союза. Поскольку, если нет страны, то извините, и акты такой страны несуществующие более не имеют силу юридическую, где бы они распространялись, ввиду отсутствия самой юрисдикции, соответственно, такой страны. То есть, где можно распространить их юридическую силу. Вы представляете, такой шизофренией не страдала даже советская власть на началах ее становления. Она не пыталась отменить там действия актов царской России, поскольку на самом деле, ну, раз заявлено, что страны нет. Извините, правопреемство в результате революции тоже достигнуто быть не может. Поскольку одна сторона, которая обладает правами и обязанностями, другой стороне таких прав не передавала и обязанностей своих. То есть, а здесь необходимо было распределить такие права и обязанности между 15 республиками. Так вот, все, что заявляется о правопреемстве, это полный юридический фарс. Никакого правопреемства нет, а уж тем более от страны, как они считают, которой не существует. Извините, вы у покойного никогда правопреемства не получите.
Да? Вы можете только в наследство вступить. Так вот, что хочу сказать по этому поводу, как бы немножечко то, что вам сейчас разъяснил, подытожить. Люди, советские люди, вы все добровольно вот по таким вот заявлениям, по вот тем вот моментам, как вот эта вся РФия заезжала на советских законах и по сей день на них сидит, ну, пускай даже не на законах, а на отдельных нормативно-правовых актах, такие как ГОСТы, строительные нормы, да, СНИПы, санпины и так далее, они до сих пор применяются. Они у них действуют, имеют юридическую силу. Вот. А это недопустимо, если страны нет. Так вот, вы все стали просто пациентами психиатрической клиники имени Российской Федерации. Никакие федеральные законы не обладают никакой юридической силой на территории Советского Союза. Соответственно. То есть вам просто делаются открытым образом заявления и предложения заниматься преступлениями на территории Советского Союза. Вот. Надеюсь, этот короткий ролик вам пойдет на пользу, будет, как говорится, пищей для размышления, вот, для обдумывания, да. Не стану уже много чего еще там рассказывать про эту так называемую Конституцию. Кстати, Конституция — это, во-первых, слово изначально дает понимание, что это форма устройства чего-либо, вот как мы в школе это все проходили, да, вот, конституцию человека, к примеру, там, что это, руки, ноги, голова, скелет, да, как говорится, это конституция тела человека, то есть оно может обладать высшей юридической силой, соответственно нет, то есть в юридических нормах, в любом документе, как, когда вы его оформляете, согласно правил юридической техники оформления документов, вы должны давать четкое толкование тем словам, которые имеют многозначительное понимание этих терминов. То есть, если термин какого-то слова, да, там, значит, имеет многозначительное понимание, и при этом он юридически, значит, не раскрыт, как его в этом документе непосредственно понимать, то он понимается буквально по тексту. Так вот, вот эта вот книженция под названием Конституция РФ — это всего лишь описание устройства, формы устройства Российской Федерации. Некой Российской Федерации. Не более того, как нормативно-правовой акт ее рассматривать невозможно, поскольку непонятно, что это такое. Устав, постановление, указ, закон там, и так далее, да, договор, что в принципе ближе всего, скорее всего. Вот. Как многие эфирически заявляют, там, значит, эти в мантиях дурочки клоунадные, что она была принята всенародным голосованием. Ну да, там прописано, что, значит, это еще, кстати, в опубликовании этой Конституции было прописано в ноябре даже, за месяц, там, по-моему, даже и раньше в тексте было прописано, что днем принятия Конституции Российской Федерации является днем голосования. И прям прописано 12 декабря и т.д. т.п. Это прям в проекте. То есть у них уже заранее было заложено в проекте. Так вот, получается, что это указание идет на то, что принимается данная Конституция днем голосования, а не всенародным голосованием. То есть днем голосования. Вопрос, кто ее принимал в тот день? Сам день, что ли? 12 декабря ее принимал? Ну, это первый момент. Потом, значит, согласно всех актов о том, что она принимается что, значит, проводится всенародное голосование. Ну, поскольку, извините, в документе не конкретизировано о том, какие народы какой страны голосуют, то есть за эту Конституцию, то у меня встает вопрос о явке. В 50% народы Африки голосовали, а народы Америки, там, Северной, Южной, голосовали.
Австралии, там, других континентов, Европы, народы голосовали за вашу портянку под названием Конституция Российской Федерации. Да? Всенародным. То есть это не всероссийское голосование было. А если уж указание идет на всенародное, так извините, вы конкретизируете, народы какого государства будут голосовать-то? В рамках какого государства она будет приниматься? Это еще один момент. Вот. И вообще там таких вот вещей очень много. К примеру, наверное, тоже для недееспособных такие моменты указаны в ней, что вот там каждый обязан платить налоги. Я буквально по тексту, как это там, я уже не помню, статья какая там, а вот что каждый обязан платить налоги. Хорошо, встает вопрос, вы все учили русский язык. Предложение лингвистически должно быть построено правильно, да? То есть слово «каждый» – это существительное или предлог? То есть, если предлог, тогда у меня вопрос встает, а после слова «каждый», «каждый кто?» Почему не указано, что каждый гражданин, да, к примеру, что значит «каждый»? Вы себя считаете каждым? Ваше имя «каждый»? Каждый – это существительное, что ли? Мы же не можем поставить под сомнение, да, что кто-то с дури написал такую чушь. А если это ошибка, тогда, извините, построение предложения, тогда каждый кто? Гуманоид, то есть житель этой вселенной там, или недееспособный, обязан у них платить налоги. Ну ладно, всего хорошего вам, ребят. Да, еще немного касательно, вот у меня прежние видео выходили, там обсуждались все вопросы относительно восстановления, значит, как возобновить функционирование советских госорганов, да, на местах. Есть соответствующие указы, я указывал, показывал, значит, разъяснял, что необходимо провести сходы граждан. Также там есть указание на то, что это все может проводиться по нормам представительства, домовые комитеты. Необходимо избирать домовые комитеты. Под моими видео, под всеми моими видео имеются ссылочки на папки, значит, на документы соответствующие. Я там и протоколы, значит, о собрании жильцов подготовил по этим вопросам, чтобы избрать можно было домовые комитеты. У нас есть все юридические шаги в этом направлении. Более того, согласно всех советских законов, да, вот этих вот тех же указов Президиума Верховного Совета РСФСР, это дается четкое понимание того, что советская, да, правовая вся база настроится по принципу вечевого права. То есть, поскольку народ обладает всей полнотой власти в Советском Союзе, советский народ, да, он свою власть отправляет через его первичные, значит, органы государственной власти, это Советы народных депутатов. То есть это и есть та самая основа, фундаментальная основа управления страной. То есть, и нам, чтобы возобновить функционирование этих органов, необходимо проводить сходы жителей по месту их проживания. Вот. Можно это все сделать по нормам представительства, но необходимо тогда избрать домовые комитеты. Домовой комитет может обхватывать сразу несколько домов. Тогда вам придется провести собрание жильцов нескольких домов, то есть не одного дома. Но чем больше обхватите, тем лучше. Как говорится, это все-таки будет и удобнее. Вот. В любом случае вопросы это необходимо решать. Если у кого-то конкретно какие-то станут вопросы, задавайте, звоните мне. В принципе, в некоторых документах у меня там даже указаны мои телефоны, электронная почта. Я уже не стал там все, что раньше, значит, использовал, как-то в свое время делал всякие запросы и так далее, удалять все это. Ну, потому что есть еще люди, которые все никак не могут расстаться с Российской Федерацией в голове. Вот, они все еще, у них раздвоение вот это идет, они еще какие-то надежды, иллюзии питают на то, что вот они что-то могут там, значит, опираясь на эти ничтожные нормы там РФ, вот что-то порешать в этой жизни, как-то, как говорится,
обмануть судьбу, да, мягко выражаясь. Вот, пускай что ж, пытаются в помощь, что у меня наработано, может быть, как-то пойдет на пользу. Ладно, всего вам доброго. Вот, не сходите с ума ни с кодами валют, там, ни с тем, ни с другим, ничего. Это все блеф и лажа во всех отношениях. Здесь нет никакой другой юрисдикции, кроме Советского Союза на территории нашей страны. Помните, что согласно правовых обычаев, граница территории страны, отстоянной кровью, неоспорима. Если кто-то хочет что-то оспорить, ну извините, у вас серьезные проблемы. И помните, нормы права – это вам не шведский стол, где вы будете ковыряться, как в закуске. Вот это я признаю, а вот это не признаю. Извините, либо черное, либо белое.